Так, всем привет! Вы находитесь на канале Ручная Сборка. Привет новым зрителям, привет большой моим подписчикам, привет тем новым зрителям, которые станут моими подписчиками. Итак, сегодняшнее видео я, скажем так, продолжение моего предыдущего видео о токарном станке. В прошлом видео я спрашивал у людей советов, как переделать мой суппорт со станка. То есть он был вот этот суппорт. Но я его сделал на трубках, и он, короче, дребезжал, и я не мог убрать люфт никак. И люди откликнулись, скажем так, на мою просьбу о совете. Много мне чего порассказали, и я понял, что один человек такую штуку, как токарный станок, просчитать полностью не может. То есть все равно где-то будут упущения. Я 2 недели с утра до ночи собирал вот этот новый суппорт. Послушал одного человека, сделал ласточкиным хвостом. То есть я в предыдущем видео сказал, что от ласточкиного хвоста отказался, но от ласточкиного хвоста на уголках. Это мне сразу показалось бесполезной затеей и потерей времени. А вот ласточкин хвост как заводской сделать, я думал сразу, что у меня вообще не получится. У меня руки немного не так заточены, чтобы полностью вывести все плоскости болгаркой, шлифмашинкой, короче, без фрезы. Ну, посмотрел видео человека. Ну, он это, в общем-то, как он утверждает, он это сделал руками, без специальных точных приспособлений. И решил я заморочиться. Ну, заморочился. Скажу сразу, что да, ласточкин хвост намного большее преимущество дает в плане регулировок, что можно поджимать клины, которые на нем есть. То есть у меня вот здесь клин стоит, вот здесь клин стоит, ну, на поперечке, на продольной. Не клин, а прижимная пластина. И, ну, это я вам сейчас, короче, так я решил. Я вам покажу сейчас, как он точит, чтобы уже не было так, что человек 15 минут смотрит видео, а в итоге посмотрит, как он точит, скажет: а, это мой лучше точит, зачем я время потерял. Поэтому я вам сейчас покажу, как он точит, как он стал точить. Как он точил до этого, я, наверное, не покажу. Или покажу. Короче, вот что было на старом суппорте. Видно, да? Прыгал, скакал. Неровности. Ну, короче, хрень полная. Бывало и лучше резал. Так, а теперь он точит уже, вот, например, я проставку вырезал, выточил. И теперь еще я делаю сейчас насадку на редуктор от болгарки. Мне нужно насадку сделать. Вот я ее вытачиваю. То есть мне нужно, чтобы она встала вот сюда вот аж. Это насадка. Надо будет дальше растачивать еще. Ну и я думаю, вам видно, как он точит теперь. Теми же резцами. Тот же станок, только на другой суппорт. Думаю, видно. Короче, улучшение налицо. Спасибо людям всем за советы, за то, что откликнулись. Очень мало негатива. В основном люди хотят помочь. Большое всем спасибо. А сейчас покажу, как он точит, и потом буду в деталях покажу, расскажу, как я сделал этот суппорт. Итак, поехали. Включаем, заводим. Как-то так.
Лучше пока я его не настроил. Но я уже очень доволен. Так, сейчас я выведу, чтобы вам показать, не разбирая, что как делалось. Так, камеру у нас штатива снять. Продолжаем. Ну вот вблизи можно рассмотреть, как точит станок этот новый суппорт. Более-менее лучше. Итак, переходим к устройству. Основанием всего 10-я пластина. Она крепится у меня с этой стороны станка. Упор. Ну, я его, вот этот упор, я его варил, когда уже, то есть выставил по плоскости полностью пластину. Ну и, короче, приварил плашмя упор, чтобы упирался в ребро. Здесь. А дальше по методу, по-моему, Лазутина из интернета, рессора и два подшипника. Поджимаю вот эти два болта, прижимается суппорт к станине. Здесь на станину, не на станину, на подошву, скажем так, суппорта прихватил сваркой слегка стальные полоски от пилы с пилорамы по той стороне и по этой стороне. Далее, ой, завалю сейчас. Так, далее я взял трубу, ну, подшипники купил, не помню, 202 или 203 подшипники, короче, внутренний диаметр у них 12. Ну, винт достался мне, короче, от хорошего человека на поперечку. А на продольную я делал винт с 14 шпильки. 14-ю резьбу нарезал, так как тут подшипники тоже 12, диаметр внутренний. Проточил на 12 края, здесь и с этой стороны тоже на 12 проточил, нарезал резьбу, не дорезал чуть-чуть, чтобы подшипник стал. Вот. Дальше эту трубу я прикрутил ровно по центру на два болтика с потаями. Ну, с этого краю и с того краю, там под винтом не видно. Ну, короче, вот здесь то же самое. Прикрутил на два винтика. Далее нарезал 4 трубы, чтобы они были выше этой трубы. И прихватил их ровно, сначала прихватил сваркой вдоль этой трубы, ровно прихватил. И варил, короче, как вам сказать, вот отсюда начинал варить, чтобы их тянуло сюда, в эту сторону, к трубе. И получилось у меня так, что после того, как я их прихватил, эти трубы, и потом еще насквозь каждую по 2 болта на 8 притянул к подошве, вместе вот с этими вот проставками железными. Ну, это плоскость получается уже под ласточкин хвост. Вот, когда я их притянул, то вот эту трубу основную, когда я открутил там болтики, я ее с-под молотка выбивал. Просто так вытащить не мог. То есть эти трубы ее так стянули. Короче, крепко все стоит, хорошо. Ну, после того, как я все собрал, я все-таки не стал рисковать. И вот эти все соединения резьбовые, то все. Короче, я где можно, везде все прихватил сваркой. И трубу приварил, потому что... Короче, уже знаю, что если что мне уже не надо снимать, то я все приварил. Если у меня вот эта пластина, например, неподвижная, я ее тоже прихватил по боку, по бокам. Это у меня регулировочная, поэтому она у меня в свободном плавании. Вот, короче, на эти трубы пластины, то есть, чтобы пластина ложилась на 2 трубы. Как можно больше плоскости было здесь и здесь. Есть, плоскости у меня получились. Вымерял вроде, ну, вроде оно и должно, как сойтись плоскости, вымерял уровнем, прикладывал, никаких просветов, все нормально. Дальше ласточкин хвост. Вот это вот проблема была выпилить. Пробовал и самоубийственный способ, на циркулярку ставил диск, все равно криво пилит. И в итоге тоже с интернета, с ютуба подсмотрел ролик, там пацанчик один приваривал пластину к уголку. И уже вдоль уголка пилил. Тогда уже получилось более-менее сносно, да. Но хотя выводить я задолбался. И шлифмашинкой потом выводил вот этот, ну, то есть плоскость всю. Шлифмашинкой. И потом еще долго притирал притирочной пастой для клапанов. Ну, вот она у меня еще тут лежит, еще осталась. Вот этой пастой. Она
ну, из двух фракций состоит, как из двух половинок. Это тюбик разделен пополам. В одном крупные песчинки или что там, а другой мельче, то есть финальная уже обработка. Короче, долго я ее делал. Притирал плоскости и дрелью. Чуть дрель не спалил, если честно сказать. Короче, мучился долго. Но более-менее получилось, дребезжание ушло. Вот. Так. Ну, гайку, соответственно, на винту я ее... Так, вот. Просто приварил к ней пластинку, 16-ю, по-моему. Ну, короче, вывел расстояние вот до этой вот пластины, которая у нас уже на которой тоже ласточкин хвост нарезан. И к ней сначала болтами прикрутил все это дело, шестыми. 2 болтика на 6, думал, чтобы разборное все было. Но их у меня быстро оборвало, срезало прям. Потому что я когда зажимал и вот эти ластохвосты, ну, как сказать, регулировал, притирал, очень тяжело крутилось сначала. Их у меня срезало. Тогда я вставил новые болты и все наглухо приварил. И тогда уже начал притирать. Ну, нормально все получилось. Ну и все равно сейчас еще туго очень. Поэтому стоит вот такая вот колхозная приблуда от мясорубки. Ручка. Пока тяжело крутится. Еще со временем, думаю, ну, буду протирать все равно. Просто у меня уже руки болят, и постирал я руки об него. Так. Ну, к этому ластохвосту, опять же, вот прикручен на винтах пластина 10, на которой так же, как и на подошве, прихвачены пластинки от пилы. Сталь. Короче, везде, где у меня трущиеся поверхности, везде пластинки стальные. И, ну, чтобы по железу скользило. Вот. И когда я ее уже полностью выставил, перпендикулярно, по станине, все нормально, тогда я уже приваривал малую подачу продольную. Вот ее выводить тоже задолбался я, пока я вывел. Ну, чтобы не было смещения по центру. Меня эти десятки задолбали прыгать. 2-3 десятки. Только сваркой прихватишь, бах, в другую сторону ушло, в другую. Долго мучился, но вроде получилось. Для своих нужд пойдет. Так, ну малая продольная устроена таким же образом. В общем-то, единственное различие, что внизу я на 2 болтах регулировочных сделал. Здесь и вот здесь вот видно. Вот он, регулировочный. Потому что пластина широкая. И 2 точек, я думаю, хватает, чтобы прижимать, ну, ластохвост. А здесь я сделал уже на 3. То есть у меня вот первый болтик, 2, 3. 3 шпильки регулировочных. Потому что здесь пластина узкая, и тем более в ней пропилы под болты есть. И, например, если я здесь вот зажимаю болт, а в середине, ну, выкручиваю, чтобы прижимаю, то здесь получается коромысло. Ее выгибает. Поэтому для этой тонкой пластины, чем больше регулировочных болтов, тем лучше. Вот. Дальше. В общем-то и все. Ну и да, еще я на малой продольной не смог все-таки вывести правильный угол. И у меня вот здесь был небольшой зазор. То есть все туго ходит, ну, вроде как не должно шевелиться, а здесь все равно зазорчик. Но я подложил полотно от ножовки под вот эту пластину. И у меня все пропало, все пошло по плоскости. Короче, нормально стало, сейчас жестко, хорошо. Но отрезным не режет. Так что буду я все-таки, скорее всего, делать отрезной пружинный. Пробовать. Как делают люди в интернете. Попробую, может, им будет работать. А пока режем болгаркой. Ну и осталось поделать фартуки. То есть сюда я уже сделал. Потому что вот сюда основные стружка вот сюда летит в винт. Сюда я сделал 2 гайки, приварил. И вон он у меня фартук. На винтах прикручиваю. Он у меня торчит за суппорт. То есть нормально все. Здесь вроде как с этой стороны, с правой стороны отрез задержки не летит. Не надо. Ну, может надо, может не надо. А вот здесь как сделать, пока ума не приложу. Или какую-то ткань растягивающуюся, или что. Потому что если здесь сделать фартук, то при движении
к патрону этот фартук будет цеплять за кулачки и за деталь. И, короче, это совсем не то. И не знаю, что тут еще мудрить. Пока что вычищаю отсюда стружку. Ну, что-нибудь вымудрю. Да, еще один человек также на ютубе недавно мне посоветовал такую простую идею, которую я не догадался просто, не знаю почему. Это настолько элементарно, это тупым надо быть, чтобы не... Короче, я смотрел, чтобы купить суппорт. Суппорта, ну, на Авито, там, на Директлоте, на Чипмейкере. Все это стоит очень дорого. Полностью, целиком взять суппорт со всеми подачами и так далее. К тому же у нас тут поблизости транспортные компании не работают, только Почта России. И такую штуку почты не возьмется, наверное, пересылать. Да и в основном только транспортные компании пересылают. И вот я мучился 2 недели, и тут мне один человек пишет: отбрось этот геморрой и верхнюю, ну, малую продольную подачу купи и поставь. И все уйдет в небытие, твои страдания. Я себя по лбу стукнул, полез на Директлот. И действительно нашел там себе за 3500 продольную подачу с немецкого станка. Вот думаю сегодня выписывать, покупать. С покупателем уже разговаривал, все нормально, вроде договорились. Живет он в нашей области, тем более быстро дойдет посылка. И вот когда я поставлю малую продольную, я покажу, опять же покажу вам, как она будет работать, что у меня изменится. Но это опять недели на 2 работы, потому что просто так взять и прикрутить ее это нет. Я смотрел ее фотографии, она поворотная, то есть надо будет уже мудрить так, чтобы она была поворотная. Что-то вымудрять, опять же выводить центра или бабку верхнюю поднимать, чем бабку переднюю придется поднимать. Или что-то, потому что по высоте навряд ли оно так сразу сойдется до миллиметра. Такого не бывает. Так, ну вот, наверное, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, или опять же советы, критика, пожалуйста, жду в комментариях. Постараюсь всем ответить. Так, и еще. В общем-то, у меня канал задуман как самоделкин. То есть, я люблю поделать то одно, то другое, то третье. И если у вас вдруг какие-то идеи есть нереализованные, может вы что-то хотите сделать, да там возможности нет или еще что-то, пишите, пожалуйста. Если я чью-то идею возьму на вооружение, сделаю по ее мотивам ролик, я обязательно укажу ваш канал или вас и так далее. Отблагодарю. Короче, прорекламирую, например, ваш канал. Пишите свои идеи, какие можно делать самоделки. Я вам буду очень благодарен. Так, ну все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Удачи всем, особенно в таких делах самоделкиных. Все, всем пока.